Ты этого не замечаешь. О чем же пойдет речь? Давайте-ка разбираться вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Вы, товарищ, очень любвеобильный. Кто-то сейчас, может быть, находится в поиске новой женщины, да? Кто-то более активно, кто-то более пассивно. Но вы такой человек, который вроде бы и чувствами руководствуется, но в то же время параллельно вы включаете мозг. Вы уже не будете просто так впрыгать в отношения, вы будете вроде бы и зов сердца. Вот вы ищете женщину, может быть, уже кто-то нашел, которая очень вам симпатична, с которой могут у вас быть какие-то начальные такие романтические отношения, но в то же время вы включаете рационализацию, трезвый ум, подход. Почему, давайте спросим? Потому что когда-то у вас уже был довольно сложный жизненный этап, когда-то с вами женщина поступила очень некрасиво, нехорошо. Ну, то есть здесь связано с разрывом, с болью. Сейчас с этой женщиной вы 100% на расстоянии. У кого-то это была либо же семья, либо вы хотели вступить в брак, да, серьезные какие-то отношения были. Но женщина причинила вам боль. И теперь получается, что вы остались таким же эмпатичным, вы остались тем же человеком с доброй душой, с открытой душой, но в то же время вы включаете твердый, холодный рассудок. Поэтому такая, знаете, двоякая ситуация. Вроде бы и чувства, но я боюсь руководствоваться только чувствами. Я включаю трезвый, трезвый ум, да, такой холодный рассудок и взвешиваю и партнершу, я взвешиваю какие-то ее качества, как она поступает, что она говорит, какие перспективы могут быть. То есть здесь на чаше весов у вас, ну я бы сказала, даже нет такого, чтобы перевешивать либо чувство, либо холод какой-то, рассудок. Нет, у вас оно так, серединка на половинку. Вы человек, который ищет исключительно любовь, да, либо же вы хотите. Я не говорю, что вы обязательно все прям в активном поиске, но тем не менее в душе вам бы хотелось именно свою такую близкую женщину, родство душ, когда все вместе, когда есть чувства, обязательно для вас важна взаимность. Вы терпеть не можете женщин с характером. Тем более, что такая дама уже была в вашей жизни, скандалистка, да, которая могла быть и достаточно привлекательная, но как человек она могла быть очень холодная такая, не особо заботливая, не очень-то и нежная, много чего вам не додавала. Поэтому вы хотите как бы компенсировать, да, вот вы ищете, может быть, уже кто-то нашел женщину, с которой вот какое-то теплое ощущение, да, вам хотелось бы, чтобы женщина, вот когда даже просто общаешься, ну, грубо говоря, там разговариваешь, просто, я не знаю, там в кафешке сидишь, и тебе уже классно, да, от того, что вот от нее веет каким-то теплом, добром, да, вот вам тепла в жизни не хватает. Напишите, пожалуйста, в комментариях, все пишите, вам хватает по жизни тепла, ребят, нежности, ласки или же не хватает. Обязательно активничайте, мои хорошие. От вашей активности очень многое зависит. И мне всегда приятно читать ваши комментарии. Вы романтичная вообще такая натура, вы умеете и красиво так ухаживать за женщинами. Вы умеете совершать какие-то такие, знаете, вот рыцарские, ну, я, понятно, утрирую, какие-то такие красивые романтичные поступки. У вас, возможно, даже были какие-то ситуации, когда вы что-то такое, ну, я не скажу прям экстраординарное что-то совершали, но какой-то такой поступок точно вы запомнили. Возможно, даже ваша женщина, которая сейчас уже не с вами, но этот поступок она помнит. Я не знаю, может быть, кто-то на 5-й этаж вскарабкался, да, чтобы там цветы подарить. Может быть, еще что-то. Напишите, кто из вас какие безбашенные такие поступки совершал. Так, погнали дальше. Что еще о вас поведают? Вы достаточно сильный человек и физически, и морально. Кто-то из вас, возможно, работает в каких-то государственных структурах.
Может быть, даже здесь проиграется юриспруденция. Сейчас также, возможно, проиграется, вы находитесь в каких-то юридических таких решениях вопроса. Ну, то есть это может быть суд, развод, там алименты, оформление какое-то нотариальное, юридическое, какие-то документы, какие-то вопросы решаете. Вы достаточно компанейский человек. Вы не сторонник, когда вот много-много друзей, да, это все приятели. А вот близких друзей, ну, я бы сказала, что, ну, пара-троечка у вас есть. Это которые, ну, такие действительно проверенные временем, дружбаны, кореша, на которых можно положиться, с которыми вы уже, возможно, прошли и дождь, и снег, и гололед, да. Поэтому вот такая, когда у вас собирается теплая компания, вы можете и просто хорошо провести время, и как-то вот поддержку получить, когда вот вы со своими друзьями собираетесь. Это бывают редкие достаточно встречи, потому что каждый из вас очень занятой человек. Я не вижу, чтобы вы прям так часто заседали. Но вот эти вот маленькие ваши такие мальчишники, они для вас, ну, отзываются очень таким сильным теплом в душе. Вам очень комфортно, вам даже в каком-то смысле не хватает часто этих ваших друзей. Ну, хотелось бы чаще встречаться, да. Вы можете созваниваться, но поскольку у каждого свое дело, своя жизнь, своя работа, поэтому вы, ну, просто по воле судьбы вы не можете так часто пересекаться. Возможно, между вами еще проиграется, есть некое расстояние, поэтому тоже вы можете не всегда встречаться. Так, мои хорошие, чего же вы не замечаете? Давайте-ка, у каждого это будет своя ситуация, переворачивайте под себя. Смотрите, мне показано, что да, те из вас, которые находятся с разбитым сердцем, да, но это, скорее всего, проиграется любовный треугольник. Так, вы не видите перед собой новых горизонтов. Смотрите, вам Вселенная подсказывает то, что у вас, вот если вы уже разошлись, вы стоите одной ногой перед светлым будущим. И то, что у вас идут кардинальные перемены, связанные с разводом, с разрывом, это идет вам в плюс. У вас жизнь в дальнейшем начнет меняться. Но вы как будто не хотите замечать эти шансы. Вам настолько плохо, вам настолько больно, душа болит, а сердце плачет, поэтому вы сейчас в тупике можете быть. Для вас как будто вот жизнь остановилась, вы не видите возможности, вы не видите тех людей, которые хотят вам помочь, либо же, ну, в прямом смысле слова, вам могут протягивать какую-то там руку помощи. Вы всех можете отметать, вам жизнь не мила, вам все по барабану, и все по барабану. Поэтому вот обратите внимание, кто находится сейчас в острой боли, вот задумайтесь, что вы своими руками стопорите очень сильно свою жизнь. Да, это тяжело, да, это больно. Я прекрасно понимаю, что терять любимого человека, да еще если ты узнаешь, что тебя предали, это дикая боль. Но просто обратите внимание, что Вселенная вам, ну как бы, ну в награду что ли, да, вот за эту вашу, ну вы посмотрите, вы ничего не хотите замечать, вы не будете вообще, это дикая просто боль, это просто, вы живете прошлым, вам ужасно плохо, тяжело, но вас прорвет, вы помчите в будущее, но для этого нужно будет переболеть, конечно, возможности будут. Запомните это. В работе, в личной жизни, в перемене места жительства. Вот все планы, которые вы себе наметили, у вас это все будет. Просто вот ваше такое болезненное состояние, оно, ну, как будто, знаете, как будто вы в темных очках и ничего не видите. Ну, такие очки, знаете, что вообще ничего не видно. Далее. У кого-то, боже, чуть не сбила камеру. У кого-то может проиграться, что... Вы, сейчас я уточню, мне тоже это не нравится. Да, 100%. Смотрите, объясняю. Те из вас, которые еще не вышли из отношений, неважно в каком вы статусе, гражданский брак, официальный, вы можете либо же подозревать, что женщина изменяет вам, либо же вы видели уже какие-то факты, понимаете, да. Может быть, вам кто-то рассказал, у каждого это своя будет ситуация. Но
вы все равно пытаетесь подвергать это все сомнениям. Вы как будто закрываете глаза, вы не хотите в это верить, вы не хотите это слышать, видеть, понимать. Вы как будто ограждаете сами себя от дикой боли. Хотя где-то на подсознании вы уже понимаете, что да блин, она же гуляет, да, она же изменяет. Но вы настолько сильно боитесь остаться один, потому что у вас действительно созависимость от этой женщины. Вас по дьяволу, ну, у вас дикое просто какое-то притяжение. Это даже, ну, помимо любви, да, помимо любви у вас тяга сумасшедшая. Это как, знаете, это ощущение чуть ли не приворота. Может быть, даже у кого-то из вас и были такие мысли, что, может быть, она приворожила вас, да? То есть отношения, которые, ну, вас держат намертво. Поэтому вы не хотите даже замечать того, что у вас отношений как таковых нет. Женщина живет своей жизнью. Причем, как я сказала уже, вы это подозреваете, либо вы это чувствуете, либо же вам кто-то говорил. Поэтому подумайте, здесь толку не будет с этих отношений. Вы вместе не будете, ребятушки. Вы не будете. Здесь просто дикая страсть, дикая созависимость. Но вы в тумане. Вот по Луне вы как будто в тумане. У вас, я не скажу, что это помутнение рассудка, да, потому что вы все здоровые, адекватные люди. Но вы можете находиться в таком мега туманном состоянии, когда я не знаю, что мне делать. Я все чувствую, я понимаю, но я отвергаю все эти мысли. Я не хочу принимать это. Она не такая, она не могла. Она же когда-то меня любила, и у нас когда-то было все хорошо. Понимаете? Поэтому у кого резонирует, ребят, делайте какие-то выводы, потому что толку не будет с этих отношений. Там женщина гуляла и будет гулять, к сожалению. Чего вы еще не замечаете? У вас есть возможность построить отношения с другой женщиной. Причем у кого-то из вас, слушайте меня внимательно, ребят, здесь такая интересная история мне показана. Возможно, вы были в каких-то отношениях. Это могут быть даже недоотношения, то есть, ну, таких полноценных не было. Может быть, кто-то на расстоянии, там, по интернету, по телефону общался, у кого-то это в жизни может быть. То есть, вы строили планы с этой женщиной, вы строили романтику, да, возможно, на тот период вы еще были не свободны, неважно, это у всех будет по-разному. Но вы как будто отстранились от этой женщины. Вы могли испугаться, что слишком быстро вы начали сближаться. Причем здесь такое родство душ. Здесь сумасшедшее притяжение с этой новой женщиной. Она до сих пор для вас остается ценной. Даже если вы не вместе. Это может быть пауза. Причем отстранились вы сами. Вы могли неожиданно исчезнуть. Напишите, у кого это резонирует. Вы могли пропасть, вы могли вообще без конфликтов уйти. Понимаете? Да, вы здесь сами вот как будто разрушили то, что могло дать вам счастье. Вы не хотите замечать. Вернее, не так. Вы почувствовали, что эта женщина вас очень сильно манит, да? Что вы сближаетесь, что вас эта любовь засасывает, но вы побоялись своих чувств, своих ощущений. Вам настолько хорошо было с этой женщиной, что вы сами испугались, как быстро вы влюбляетесь. Возможно, сейчас вы уже поняли, что да, блин, ну я не могу ее забыть, я сам ушел, я сам некрасиво, может быть, поступил. Причем, повторюсь, вы могли исчезнуть без объяснений. То есть вы тем самым причинили боль женщине, которая того не заслуживает. Из-за ваших же опасений, что, блин, я влюбляюсь, она такая классная, мне с ней так классно, но я боюсь, да, опять же, привет из прошлого, я боюсь, что это все закончится, я боюсь, что это все разрушится. Вы не хотите сами замечать перспектив с этой женщиной, вернее, вы боитесь, вы их уже заметили, если так по-честному. Вы их заметили. И у кого-то из вас проиграется, что все-таки вы проявитесь. Вас не отпускает эта женщина, даже если вы сами отвернулись от нее. Вы к ней проявитесь, потому что вот дьявол-искуситель, он вас в покое не оставит. Вам
вам как будто не хватает ее энергии, а вам не хватает тех ощущений, которые вы испытывали просто даже, может быть, общаясь, я не знаю, там по телефону, по видео, в переписке, в жизни, неважно. Вам не хватает тех ощущений, тех эмоций, которые давала вам эта женщина. Она до сих пор остается для вас ценной, хоть вы по башне, да, вы рубанули, может быть, даже с плеча. Но у вас все еще может возобновиться. Напишите, у кого это резонирует. Ну, давайте еще напоследок посмотрим, чего вы еще не замечаете, да? Чего вы не замечаете? Здесь, смотрите, здесь ситуация по работе. Есть какой-то человечек, да, с которым вы вот как будто два конкурента. Человек, который может вам в лицо улыбаться, но может делать всякие вам пакости, подставы, распускать сплетни, да, а в глаза вам улыбаться. Я думаю, вы это заметите, но это будет чуть попозже, и вы отстранитесь, вы очень сильно разочаруетесь. Ну, я бы советовала сейчас пока поразмыслить, сделать какой-то такой анализ ваших отношений, с кем и как вы коммуницируете, с кем и как вы общаетесь по работе, потому что, ну, человек такой с подлецой немножко. Вы можете даже не подозревать. Либо же могут так иногда закрадываться сомнения, что ну что-то здесь не то, как-то он себя странно ведет, да? Либо же вы отвергаете сами, вы даже не можете поверить, что да ну блин, ну у меня же с ним такие классные отношения, ну не может он меня где-то подставлять, какие-то пакости делать. Но здесь будет ну, такое расхождение. Я не скажу, что вы будете прям выяснять отношения, вы не из тех людей, которые будут прям выяснять это все. Вы просто дистанцируетесь, вы отстранитесь, вы, возможно, даже где-то просечете, скроется какая-то информация про этого вашего такого коллегу, друга, так называемого, да, хотя это уже даже не друг, судя по поступкам и потому, как он себя ведет, он даже где-то вами манипулирует. Вот какую-то выгоду вы ему приносите, может быть, даже по работе, может быть, что-то помогаете, может быть, вы что-то за него делаете, да. Ну, здесь такие неприятные очень моменты. Да, отстранитесь вы. Причем вы особо страдать не будете. Вот как-то вы его отрежете из своей жизни. Если это по работе, вы будете сухо, сдержанно общаться, да, то есть особо вы переживать не будете, потому что, ну, прям такой закадычной дружбы там не было. Можете там денек-другой погрустить, будет просто противно, неприятно, да, потому что были отношения совсем другие. Но сейчас вот обратите внимание, да, потому что вы можете не замечать этого человека, ну, вернее, подлость этого человека вы пока можете не замечать. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!